Пустыня, где еще вчера ветер гнал пыль по равнинам, теперь превратилась в футуристический мегаполис с небоскребами, автоматизированными заводами и скоростными автомагистралями. Нет, это не сцена из научной фантастики. Это реальность, которую Китай сделал нормой. Один из самых ярких примеров – город Сюнъянь. Еще в конце 2000-х здесь были только поля и деревни. Сегодня это взгляд в будущее Китая, город, который был построен практически с нуля всего за несколько лет. Сюнъянь задумывался не просто как город, а как административный центр нового поколения. Все здесь управляется с помощью цифровых систем. Движение транспорта, энергопотребление, общественная безопасность, даже доступ к общественным пространствам. Здесь нет ни одного светофора без искусственного интеллекта, ни одной урны без датчика. Все это часть грандиозного плана Китая по снижению нагрузки на Пекин и развитию новых экономических центров. Темпы строительства поражают воображение. Тысячи зданий возводились одновременно. Работы велись круглосуточно, а техника координировалась с помощью спутников и специальных алгоритмов. 8 линий метро, 80 школ и сотни тысяч квартир – все это построили меньше, чем за десятилетие. В большинстве стран это было бы невозможно. В Китае это просто еще один день амбиций. Может показаться, что Сюнъянь – это единичный случай, но на самом деле это лишь один из многих. Китай строит не просто дома, он с нуля возводит будущее. Весь мир наблюдает с восхищением, страхом и уважением. А теперь представьте, что такие города соединяют колоссальные мосты, протянувшиеся через море. Одни мосты соединяют берега, другие – целые миры. Мост Гонконг-Чжухаймака – это не просто мост. Это инженерный вызов природе, времени и логике. Протяженность почти 90 миль, пересечь его дольше, чем перелететь из одной страны в другую. И все же китайцы не только построили его, но и сделали это в одном из самых сейсмоопасных и подверженных штормам районов планеты. 3 сейсмических разлома, бушующие тайфуны, соленая морская вода и глубины более 30 метров. Ничто из этого их не остановило. Прифыня. Вместо одного длинного моста они создали комбинацию эстакад, искусственных островов и подводного тоннеля. Все верно. Часть моста уходит под воду, чтобы корабли могли проходить сверху. Сам тоннель тянется более чем на 4 мили, уложен на глубине, при этом каждый его участок размещался вручную с точностью до дюйма. На это ушло почти 10 лет и миллиарды долларов, но в итоге получилась важнейшая транспортная артерия, соединяющая ключевые экономические регионы. Это не просто инженерное чудо, это геополитическое заявление. Мост настолько огромен, что его видно из космоса. Но под волнами Китай работает над еще более скрытыми подземными проектами. А что если под вашими ногами находится целый город? В Китае это не научная фантастика. В Пекине, Шанхае и Чунцзине есть мили тоннелей, убежищ, логистических центров и даже жилых комплексов. Все это скрыто под землей. Большинство этих сооружений до сих пор не отображаются ни на одной карте. Особенно выделяется Пекин. Еще в 1970-х годах город начал строить подземный комплекс, способный укрыть миллионы людей. Это был ответ эпохи Холодной войны на угрозу ядерной войны. Сегодня этот город-призрак обретает новую жизнь. Китай переоборудовал его под современные городские нужды, транспортные коридоры, склады, дата-центры и логистические хабы. Многие тоннели напрямую связаны с важнейшими государственными объектами и инфраструктурой. Но безопасность – не единственная причина роста подземной архитектуры. Китай также осваивает ресурсы глубин Земли. В его горных районах проложены инженерные шахты и дренажные тоннели, уходящие на сотни метров вглубь. Некоторые из них работают как скрытые насосные станции для масштабного проекта переброски воды, о котором за пределами страны знают лишь немногие. Тысячи тонн бетона под землей, миллионы кубических футов воздуха, циркулируемых интеллектуальными системами вентиляции – все это скрыто от глаз. Но этот бетон движется. Он превращается в реки. Китай сталкивается с серьезной проблемой. Северные регионы высыхают, в то время как южные тонут в наводнениях. Прифыня. Построить реку. Да, буквально. Проект переброски воды с юга на север – это огромная система каналов, насосных станций и подземных акведуков, протянувшаяся на тысячи миль. Она заставляет воду течь в гору, через горы и равнины, туда, где она нужнее всего. Проект включает 3 основных маршрута – восточный, центральный и западный. Центральный маршрут уже работает, перекачивая воду из реки Янцзы на север Китая, включая Пекин.
Для этого им пришлось прорубать тоннели в горах, строить дамбы, переселять миллионы людей и затапливать десятки деревень. Масштаб поражает воображение. Огромные насосные станции ежедневно поднимают миллионы галлонов воды, но настоящий шок вызывает скорость. Участки, превышающие по длине Панамский канал, были построены всего за несколько лет. Китай заимствовал технологии у нефтяной и оборонной промышленности. Буровые роботы, автоматизированные шлюзы, цифровое моделирование потоков – все это ради того, чтобы не дать северу превратиться в пустыню. Но пока вода медленно движется на север, на юге небоскребы могут вырасти всего за несколько дней. И если бы кто-то сказал вам, что в Китае построили 30-этажное здание всего за 6 дней, вы бы решили, что это розыгрыш. Но компания Braut Group сделала именно это, и все это сняли на камеру в прямом эфире. Они построили небоскреб из модульных блоков так быстро, что строительные стандарты других стран кажутся доисторическими на их фоне. Метод очень прост. Как огромный набор лего, модули, собранные на заводе, содержат все необходимое: электропроводку, сантехнику, мебель. На стройплощадке их просто скручивают вместе. Результат – полностью пригодное для жизни здание через несколько дней после того, как был затянут первый болт. Эти здания не только строятся быстро, но и являются экологичными. Они потребляют минимум энергии, практически не создают строительных отходов и даже могут быть разобраны и перемещены в другое место. Представьте себе небоскреб на колесах. Это уже не научная фантастика, а китайская реальность. Но еще интереснее не сами здания. Вопрос в том, почему они возводятся так быстро. В некоторых случаях эти башни строились для секретных исследовательских объектов, а в других – для запуска вещей, выходящих далеко за рамки обычного строительства, например, ракет. В то время как большинство стран запускают ракеты с суши, Китай обращается к океану. В Тихом океане появилась странная конструкция – огромная платформа, напоминающая морскую нефтяную вышку. Но вместо добычи нефти она запускает спутники. Этот морской космодром – один из самых смелых и нестандартных проектов в китайской космической программе. Идея одновременно проста и гениальна. Запуск с морской платформы позволяет оптимально выбирать орбиту, снижает риски для населенных пунктов и упрощает логистику. Китай переоборудует грузовые суда и строит специализированные плавучие базы, некоторые из которых достигают более 180 метров в длину, оснащенные командными центрами, навигационными системами и даже автономной защитой от штормов. Первые запуски уже состоялись, и они прошли успешно. Платформа может запускать легкие и средние ракеты, включая модифицированные модели Чинчжэн. В будущих планах тяжелые ракетоносители и даже пилотируемые модули. Такой подход дает Китаю исключительную мобильность и возможность запускать ракеты практически из любой точки планеты. Это не просто техническое достижение, это стратегическое преимущество. Пока другие увязли в бюрократии и получении экологических разрешений, Китай запускает спутники прямо с океана. И пока ракеты взмывают над морем, на суше поезда мчатся с такой скоростью, какой еще не достигал никто в мире. Обычный скоростной поезд, разгоняющийся до 200 миль в час, уже впечатляет, но Китай решил пойти гораздо дальше. Здесь инженеры проектируют поезда, которые смогут преодолевать 1000 миль всего за 1 час. Все это внутри почти вакуумных труб. Это не научная фантастика, а действующая испытательная система, основанная на принципах магнитной левитации и трубопроводного транспорта. Проект «Супермаглев» уже прошел первые испытания. Платформы движутся по безвоздушной трубе, устраняя сопротивление. Результат – потрясающая скорость и плавность хода. Эти поезда не касаются рельсов. Они парят в нескольких дюймах над магнитным путем. Китай построил самый длинный в мире испытательный участок, более 20 миль, чтобы тестировать реальные рабочие прототипы. Даже обычные современные китайские поезда почти как из научной фантастики. Маглев-линия между Шанхаем и аэропортом движется быстрее, чем внутренние авиарейсы. Новые маршруты теперь соединяют мегаполисы, находящиеся в тысячах миль друг от друга, всего за несколько часов. Будущие планы включают железнодорожный мост в Европу и линию, пересекающую горы и пустыни без единого поворота. Но удивляет не только скорость. Некоторые из этих поездов проходят по мостам такой высоты, что у вас закружится голова. Высоко в горах провинции Гуйчжоу мост перекинут через каньон, и выглядит он так, будто нарисован от руки. Виадук Бэйпаньцзян возвышается более чем на 1500 футов над землей, выше большинства небоскребов на земле. Когда едешь по нему, кажется, что колеса вот-вот оторвутся от дороги и унесутся в облака.
Этот мост удерживает рекорд самой высокой дорожной платформы в мире. Строительство было экстремальным. Отвесные скалы, постоянный туман и оползни. Рабочие трудились на головокружительной высоте, вися, как альпинисты, привязанные к страховочным трассам. Каждая опорная балка весит десятки тонн и должна была устанавливаться с точностью до дюйма. Бэйпаньцзян — это не просто место для красивых фотографий. Он сокращает время в пути между двумя провинциями с 5 часов до 1. Это один из сотен мостов, которые Китай строит через горы, джунгли и реки, не обращая внимания на природные преграды. Чем суровее условия, тем больше вызов, а не препятствия. Но в облака поднимается не только транспорт. Один китайский город уже получает почти всю свою энергию с неба, и это не просто фигура речи. Где-то в провинции Шаньдун, на равнине, находится город, где крыши домов покрыты не черепицей, а солнечными панелями. Весь жилой район Таинь — это экспериментальная зона, которая почти полностью питается энергией солнца. И это не просто небольшой квартал, а полноценный городской кластер с десятками тысяч жителей. Проект начинался как инициатива по сокращению выбросов, а превратился в полноценную модель будущего. Солнечные панели повсюду, на крышах, стенах, тротуарах, даже на автобусных остановках. Город полностью автоматизирован. Система отслеживает потоки энергии, накапливает излишки и перенаправляет электричество туда, где оно нужнее всего. Инфраструктура оптимизирована для энергоэффективности. Умные окна, современная теплоизоляция и системы тепловых насосов. В будние дни весь город может отключиться от национальной электросети и при этом работать на полную мощность. Китай масштабирует подобные проекты по всей стране. Строятся солнечные деревни, жилые кварталы и фабрики. Но среди них выделяется один необычный вид транспорта, который не едет по дорогам, а парит над потоком машин. Когда обычный автобус застревает в пробке, это становится проблемой. Но в Китае нашли способ обойти это сверху. Прототип, получивший название Стрэндлбас или автобус-переступатель, был представлен в Циньхуандао. Он выглядел как что-то из будущего, автобус на рельсах, который ехал прямо над потоком машин. Он не касался дороги. Его основание парило на высоте 2-го этажа, позволяя автомобилям свободно проезжать под ним. Проект транзитного возвышенного автобуса вызвал настоящий ажиотаж. Этот огромный транспорт, длиной более 18 метров и шириной с 2 полосы, мог перевозить до 1000 пассажиров за одну поездку. Представьте себе, вы едете по городу, а над вами проплывает целый этаж общественного транспорта. Платформа двигалась по специальным рельсам, а всей системой управляла автоматика. Но, как это часто бывает, все пошло не так гладко. Возникли проблемы с поворотами, инфраструктурой и безопасностью. Проект заморозили, но сама идея продолжает жить. Сейчас разрабатываются новые версии летающего транзита с использованием магнитной левитации и сопровождения дронами. Китай не отказывается от своих амбиций, он просто их развивает. И пока одни машины летают, другие сражаются с иной силой, самой природой, которая в некоторых регионах Китая проявляется с поразительным размахом. Когда вы думаете о Великой Китайской стене, скорее всего, представляйте себе древние каменные крепости. Но современный Китай строит совершенно другую стену – живую, бетонную, невидимую и цифровую. И она защищает не от врагов, а от самой природы. Наводнения, песчаные бури, оползни, даже засуха. Все это стало причиной создания одной из крупнейших в истории систем экологической защиты. С одной стороны, это огромные дамбы и дренажные системы, такие как 3 ущелья. Это не просто дамба, а гидротехнический гигант почти в милю длиной, способный сдерживать 100 миллиардов кубических футов воды. За этой стеной миллионы жизней и целые города. Каждая буря становится испытанием, и система реагирует как живой организм. С другой стороны, зеленая стена, миллионы деревьев, высаженных по всему северу Китая, чтобы остановить наступление пустыни. Проект реализуется уже десятилетиями и охватил несколько сотен тысяч квадратных миль. Посадкой занимаются дроны, поливом управляет искусственный интеллект, а рост контролируют спутники. Но даже этого оказалось недостаточно. Внутри мегаполисов Китай строит губчатые города, инфраструктуру, которая впитывает и перераспределяет воду, как губка. Тротуары, дороги и парки пронизаны подземными резервуарами и фильтрами. Это новая архитектура, где природа не враг, а партнер. Но если вы думаете, что Китай ограничился только землей, посмотрите вверх, ведь на высоте 450 метров люди гуляют по небу по стеклу.
В горах Чжансяцзи, тех самых, что вдохновили Джеймса Кэмерона на создание «Аватара», есть мост, который бросает вызов воображению. Он полностью сделан из стекла. Пол, борта, дорожка — все стеклянное. Кажется, будто идешь по воздуху. Высота — более 300 метров. Под ногами — каньон и горы. У неподготовленных туристов обычно подкашиваются колени. Этот мост не просто туристическая достопримечательность, это еще и испытание для инженеров. Стеклянные панели выдерживают вес грузовика. Их проверяли кувалдами и даже проезжали по ним на машинах. Мост выдерживает сильный ветер, снег и землетрясения. И он дарит полный спектр ощущений страха, иллюзии хрупкости, подкрепленную стальной прочностью. Вдохновившись успехом, в Китае начали строить целые стеклянные тропы. Они извиваются вдоль утесов, нависают над обрывами и ведут, кажется, в никуда. Туризм будущего — это смесь страха, адреналина и инженерного чуда. Но не все сооружения Китая открыты для посетителей. Некоторые из них навсегда закрыты, скрыты под огромными куполами, укрывающими целые города. Вы входите в пространство, где погода всегда идеальна. Нет ни дождя, ни смога, ни ветра. Все находится под огромным прозрачным куполом, словно из научной фантастики. Но это не мечта. Это реальный эксперимент Китая по строительству автономных экогородов. Первый такой купол был построен недалеко от Чэнду. Он охватывает десятки акров и включает в себя дома, школы, магазины, даже парки. Вся экосистема саморегулируется. Температура, влажность, освещение – все контролируется автоматически. Энергия поступает от солнечных панелей. Отходы перерабатываются на месте, а вода циркулирует по замкнутому контуру. Цель – создать города, независимые от внешней среды. Такие купола могут функционировать в экстремальных условиях, в пустынях, загрязненных зонах, даже в Арктике. Китай рассматривает их как прототипы будущих мест обитания, возможно, даже за пределами Земли. Но чтобы строить такие города, нужна земля. Или вы создаете ее сами прямо посреди океана. Там, где раньше катались волны, теперь возвышаются небоскребы, тянутся дороги и даже работают военные базы. Китай освоил искусство создания искусственных островов, особенно в Южно-Китайском море. Здесь, на крошечных рифах, всего за несколько месяцев появляются полноценные участки суши с бетонной инфраструктурой. Технологии поражают воображение. Земснаряды сбрасывают тысячи тонн песка и камней, рабочие укрепляют конструкции бетонными плитами, а затем покрывают их асфальтом, устанавливают антенны и ангары. Некоторые острова имеют длину более 3 километров и способны принимать посадку самолетов. Но дело не только в военной стратегии. Китай также строит гражданские острова, курорты, порты и энергетические платформы. Это территориальная экспансия, которая бросает вызов законам физики и международному праву. Страна создает сушу там, где ее никогда не было. Но самый амбициозный проект – это не остров, а город, где каждый фонарь, каждая камера, каждое действие управляется искусственным интеллектом. В Шэньчжэне, лаборатории будущего Китая, есть район, где каждая система цифровая, каждое движение отслеживается, каждый объект управляется искусственным интеллектом. Это не просто умный дом, это умный город. Камеры распознают лица, измеряют температуру тела, регулируют движение и даже улавливают настроение толпы. Здесь нет полицейских в привычном понимании. Порядок поддерживают алгоритмы. Уборка, освещение, транспорт – все работает синхронно без участия человека. Даже здания здесь умные. Фасады – это просто освещение. Системы вентиляции реагируют на данные из облака в реальном времени. Эти города – не эксперимент. Они являются частью национальной стратегии Китая. Они эффективны, быстро реагируют и предоставляют полную картину повседневной жизни в реальном времени. Каждое действие жителя становится точкой данных, каждое решение – результат миллионов входных данных. Это не будущее, это уже происходит. И в тени этих цифровых улиц поднимаются еще более масштабные проекты. Города-фабрики, роботы и тоннели, которые изменят все. Есть фабрики, где работают тысячи людей, а есть фабрики, где тысячи людей живут, все под одной крышей. В Китае построены промышленные комплексы, которые больше некоторых национальных столиц. Это не просто производственные площадки, это целые города. Возьмем, к примеру, завод Фокан в Чжэнчжоу. Это не просто производственное предприятие, это город на 100 тысяч человек.
Здесь есть больницы, общежития, супермаркеты, пожарные станции, полиция, даже собственная система автобусов. Каждый день на заводе производятся миллионы комплектующих для смартфонов, ноутбуков и бытовой техники, почти полностью в автоматическом режиме. Но Факан – это всего лишь один пример. В Китае строятся промышленные кластеры, где на одной территории соседствуют десятки корпоративных гигантов, от металлургии до микрочипов. Эти комплексы занимают десятки квадратных миль и ежегодно производят продукции на сотни миллиардов долларов. Все управляется централизованными системами, логистикой, снабжением, энергией и безопасностью. Эти города внутри городов – основа экономики и испытательные полигоны для искусственного интеллекта, автоматизации и робототехники. А теперь неожиданный поворот. Вскоре эти города будут строить не люди, а машины. Представьте себе строительную площадку без единого рабочего, только гусеничные платформы с роботизированными манипуляторами, автоматические краны и 3D-принтеры для бетона. В Китае это уже не концепция. Это становится обычной практикой. Стремительный рост страны опередил ее рабочую силу, и теперь на смену приходят машины. Самые впечатляющие – это машины для строительства мостов, огромные портальные системы длиной почти в 300 метров, которые укладывают сегменты моста прямо в воздухе. Никаких сварщиков, ни таких криков команд. Они двигаются, как механические пауки на ходулях, размещая конструкции с хирургической точностью. Дома печатаются прямо на месте. Робот выдавливает слои бетона по цифровому чертежу. Один коттедж готов за один день. На некоторых объектах работают более сотни роботов. Одни режут металл, другие сваривают балки, третьи устанавливают окна. Всем этим управляет цифровой центр управления, где работает всего несколько инженеров. Китай разрабатывает автономные строительные команды, способные строить где угодно, в джунглях, пустынях, даже в Арктике. Но самые экстремальные условия – под землей, где прокладываются тоннели в масштабах, которые трудно вообразить. Проезжая через горный тоннель, это может не показаться чем-то особенным, пока не узнаешь, что в Китае некоторые тоннели уходят глубже, чем самые глубокие шахты. Один из самых поразительных – тоннель Дапо, который проходит через горы Хэндуань. Он уходит на глубину более 450 метров и тянется более чем на 32 километра. Условия были суровые – твердая скала, подземные реки и сейсмическая опасность. Работа велась круглосуточно под постоянной угрозой. Огромные проходческие щиты длиной более 150 метров были оснащены навигационными, вентиляционными и охлаждающими системами. Каждый метр контролировался с помощью цифровых моделей с погрешностью менее дюйма. Эти тоннели служат не только для транспорта. Многие из них используются для водопроводов, логистики, даже для подземного хранения данных и аварийных резервов. Китай превращает подземное пространство в полностью интегрированную часть национальной инфраструктуры. А когда тоннели и мосты уже построены, наступает время переходить на максимальную скорость и начинать возводить города волнами. Тысячи зданий, сотни школ, десятки линий метро всего за один год. Звучит невозможно, только не в Китае. В стране есть так называемая бетонная волна, когда целые районы вырастают всего за несколько месяцев. Это не преувеличение, это подтвержденная реальность. Проекты в Тиньцзине и Хэбэй демонстрируют почти нечеловеческие темпы урбанизации. Тысячи строительных бригад, круглосуточные графики работы, полная автоматизация. Районы с тысячей зданий появляются за один строительный сезон. Это позволяет быстро переселять людей из деревень, уплотнять города и готовиться к стратегическим целям. Почему? Политические, демографические, военные причины. Китай всегда планирует на десятилетия вперед. Даже если некоторые здания стоят пустыми, они готовы. Это не хаос, а точность. Не спешка, а расчет. И все это ведет к чему-то большему, потому что за скоростью и масштабом скрывается более глубокая амбиция навсегда переопределить роль Китая в мире. Если объединить все, что строит Китай, кажется, будто это другая планета. Города, которые думают, дороги, которые движутся, машины, которые строят сами себя. Это не просто экономический рост, это цивилизационный скачок. Ни одна страна в истории не реализовывала проекты такого масштаба за столь короткое время. Но настоящий двигатель – это цель. Китай строит не просто ради ВВП, а ради влияния. Каждый мегапроект – это сигнал, вызов, альтернатива западной модели. В таких масштабах ничего не бывает случайным. Все просчитано. Все под контролем. Сегодня Китай соединяет континенты, создает острова, управляет климатом и проектирует цифровые реальности.
И если вы думаете, что уже все видели, подумайте еще раз. Потому что в Китае масштаб – это не просто инструмент, это философия.